«Хардкор» — это фильм, снятый полностью от первого лица. Его снимали в России, но раскупили во множество стран, в том числе и в Америку, где он занял достаточное количество экранов. И это случается нечасто для русских фильмов. Также бонусом идут хорошие рецензии критиков, что является лучшей мотивацией сходить на хардкор в кино. Ведь так? Полностью от первого лица? Я, конечно, не видел, но меня 100% затошнит. Не пойду. Хорош. Трясущихся моментов не так много, и бессилия в фильме они гораздо меньше, чем все современное 3D, которое прикручивают ради навара бабла. Да, «Хардкор» — это не первый фильм, снятый первого лица. До этого был «Маньяк», это драма с вкраплениями обычного кинематографа, плюс всякий трэш, который снимать начали позже, но выпустили раньше, дабы навариться, но не получилось. Никто не знает про эти фильмы. Поэтому «Хардкор» по сути является первым. И на него стоит сходить в кино, чтобы понять этот жанр, понять, как это выглядит на себе. Комедия, вот это новый жанр. На них надо в кино ходить, а не на хардкоры всякие, блин. Их окупать надо. При этом «Хардкор» — это, наверное, единственный российский фильм, который достиг подобных высот. Я надеюсь, что достигнет еще больше. Это я в контексте проката и хороших рецензий от критиков. И знаете, этот фильм снимал человек без режиссерского образования. То есть человек, который такой же, как мы, просто любит кино и игры. Мы и есть целевая аудитория этого фильма. Все те, кто ненавидит беспредел в российском кино, все те, кто ненавидит, что желание наживы стало единственным верным, должны сходить на этот фильм. Потому что в российском кино нет речи о творчестве уже давно. Ну, конечно, если мы не говорим про решение, как пошутить про пердеж и как водку пить в кадре. Надо подумать, как донести идею, понимаешь, придумать, с какого ракурса будут пить водку. С любого. Идеально, с любого. Но у нас другой фильм, это тут другое совсем. Вообще, пердежная комедия. Вот какую шутку написать? Как пошутить про пердеж? Ты хорош, не зря тебя наняли. А стопудово тут то же самое. Да, 99% фильма действительно российское производство, несмотря на то, что главную роль, по сути, играет Шарлотта Копли, который здесь великолепен. Небольшая роль у Тима Рота, а роль злодея у Данила Козловского. Есть также гора необычных камео, начиная от больших, вроде того момента со Шнуровым, и заканчивая микроскопическими, которые вы, скорее всего, даже не заметите, вроде момента со мной. Иди сюда, пиарить фильм, в котором снялся! Ей-богу, если вы будете ныть про то, что российское кино в жопе, а плохие комедии окупаются, и при этом не пойдете в кино на хардкор, то идите-ка вы нахер, серьезно, потому что вы ничего не делаете для того, чтобы хорошие фильмы снимали. И вы меня бесите. Так же бесите, как Минкульт. Вот зачем надо было вырезать сцены из хардкора? Сказали, что там есть сцена порочащая полиции. Эта фраза после того, как вышел «Корпоратив» и «Самое лучшее дно». Серьезно? Я бы хотел посмотреть на тех людей, которые принимают решения в Министерстве культуры. Бля, не, ну это нахуй надо резать. Ты видел, блядь? Найшулер охуел. Он показывает ментов в неприглядном свете. Типа, блядь, они похитили, блядь, женщину и пытаются ее и потом главный герой приходит и наказывает их и, блядь, делает справедливо. Ну нет, ну по-моему, нет? В Казани, что ли, снимали-то? Нет. Сначала, значит, в самом лучшем дне бухой в нулевой мент стреляет по тёлке из стабильного. Теперь хардкор. Так, блядь, можно немножко хоботочек-то приземлить? Там менты по людям стреляли, это смешно. Тут, кран файн, блядь, какой-то. Еще какая молодняк, лезет, блядь, к нам, к мэтрам.
В отличие от этих уморительных комедий про русскую душу и великих фильмов, которые мы отправляем на Оскар, в хардкоре действительно позорят матушку Россию. Перестали говорить про Министерство культуры. И неважно, понравится ли вам фильм или нет, хотя я на 100% уверен, что большинству понравится. Важно то, что это первый подобный фильм, который рассказывает историю через призму глаз главного героя. То есть мы воспринимаем ее через глаза героя, и этого не было до фильма «Хардкор». Да, у фильма, безусловно, есть некоторые проблемы. Например, есть одна сцена, в которой плохенькие эффекты. Также есть небольшие, некритичные проблемы в сценарии. Есть то, что где-то в середине фильма ты осознаешь всю концепцию. Ты понимаешь ее, все, голова осознала и думаешь, что ничем большим тебя фильм не удивит. Это большая ошибка. Ведь под конец зрителя ждет ураганный экшен, который простит все этому фильму. Ну а когда начинает играть Квин, господи, там же Квин. Забудьте, вообще забудьте все плохое, что я говорил про этот фильм. Он идеален. Ведь фильм с Квинами не может быть плохим. Ладно. «Горец 2» был плохим, но здесь-то хороший фильм. При этом, кроме Квинов, здесь куча других добротных треков из музыки. Свадебных треков нет, нахер! А все-таки неплохо, если бы они в хардкоре пели. Че не поем-то, ребят, а? И я рад, что режиссеры хитовых клипов, которые посмотрел весь мир, позволили снимать полнометражную работу. И в контексте фильма от первого лица, фильмы, которые не так часто снимают, могло получиться либо хорошо, либо плохо. Как обычно, получиться не могло. И у меня было очень много скепсиса по поводу этого фильма. Но все зря. Фильм крутой, и вы должны посмотреть его, чтобы понять, как вы к этому относитесь. Приятного просмотра. Ой, Xbox же есть. Зачем смешивать кино с играми? Он что, только что унизил одновременно Dusk Till Dawn и Heavy Rain? That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable. Life is like a box of ammo. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вы поддержите этот ролик и наши мучения не были напрасны. Также спасибо большое магазину Big Geek за предоставление GoPro. Без вас ролик бы не получился. Огромное спасибо. Ссылки на экшн-камеры этого замечательного магазина в описании. А также спасибо Сергею Валяеву за предоставление вот этого уникального авторского рига. Без тебя тоже ничего бы не получилось. Ссылка на сайт также в описании. Спасибо большое. До новых встреч! Ты что говоришь так вяло? Потому что 2 часа ночи, кошка ушла к тебе, а мы снимаем с 7 утра, нет? Не думал об этом?